Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Хатаб, и сегодня мы будем говорить о самом противоречивом проекте Bethesda – Fallout 76. Разберем, стоит ли его покупать или нет, а также узнаем мнение человека, который наиграл в данную игру более 500 часов. Но прежде всего, наш проект по бесплатной рекламе. И если ты не попал в данный видос или же тоже хочешь принять участие, то тогда подписывайся на наш канал, пиши свой топовый комментарий, ставь лайк, и может быть именно ты станешь победителем в следующем видео. Ну а победитель на сегодня это канал Hawk10. Данный канал пилит нарезки киллов, ну а ссылочка на него в описании. Так что переходите и смотрите. Ну а мы погнали. Итак, почему же столько говна вылилось на данную игру? Дело в том, что данный проект в корне отличается от всех предыдущих. Связано это с тем, что данная игра становится мультиплеерной, и ставка сделана на том, чтобы теперь не только вы, но и ваши друзья ходят вместе с вами по гигантскому миру и копаются в мусоре вместе с вами. И на самом деле задумка действительно хорошая и правильная, но на момент релиза, как я сказал ранее, игру очень сильно захейтили и хейтят по сей день. Но почему? А связано это с тем, что есть проблемы с серверами, с багами, с оптимизацией. И это создает впечатление, что игра сыровата. И есть сюжет, который весьма посредственный. Видно, что он сделан чисто для галочки. Атмосфера, конечно, здесь как всегда топ, но в целом это все тот же Fallout 4, только с чуть-чуть улучшенной графикой и чуть-чуть улучшенными текстурами. Вообще, к новому игроку игра настроена негативно, потому что ты заходишь, и тебе непонятно, что делать дальше. Что можно делать, как качаться, для чего качаться. Вот с этим, конечно, есть у них загвоздка. Но как только вы апнете уровень 45-50, жизнь будет гораздо проще. Потому что ты уже более-менее разбираешься, что к чему, ты поймешь, что и как можно делать, ты будешь понимать, где можно разжиться лутом, где можно найти какого-то лютого босса, и интерес к игре сразу же возрастет. Проблема игры в том, что ты не понимаешь, как действовать. Интуитивно ты думаешь, что надо где-то раздобыть стволы покруче, броню, шмотки, всякую фигню, и ты начинаешь лутаться. Все время где-то ходить, что-то искать, ведь все этого ждут от Fallout. На самом деле это ошибка, потому что все упирается не в лутание, а в повышение своего уровня, потому что именно от него будет зависеть ваше успешное продвижение. Если вы 15 уровня, вы не сможете воспользоваться оружием, которое 45 уровня, и вам надо качаться. Но это, как по мне, бред. Строительству тоже нашли место. Теперь, чтобы построить свою базу, вы должны поставить что-то типа станка, вокруг которого вы сможете построить свой дом, в котором вы будете производить модификации, улучшения и так далее. Честно говоря, я считаю, что эту игру надо было бы превратить в Rust. Чтобы были одинокие игроки, чтобы были кланы, которые могут построить свою базу, которых могут зарейдить, которые могут ходить в полноценные рейды. Кто-то скажет: а в чем проблема? А проблема в том, что тут даже лутать дома других игроков нет интереса. Там нет лута, потому что там, скорее всего, будет стоять ящик, в котором будет храниться лут только ваш. Как по мне, игра так себе. Вроде местами думаешь: ого, как это круто, а местами, блин, ну это прям вообще не то. И это встречается все время, и объективно трудно сказать, и очень трудно дать какую-то оценку игре. Также других игроков убивать нельзя. Можно только в том случае, если они в розыске. В розыске, если ты там просто случайно сломал замок или там стену другого игрока. Но тут мы переходим к режимам Fallout 76. Есть 3 режима. Это обычный, где вы играете, лутаетесь, короче, открытый мир. Есть режим королевской битвы. И есть режим для игры с друзьями, но за него надо платить отдельно. Короче говоря, весь игровой процесс упирается в вечной гонке за лутом, вечной прокачке. Лично у меня по механике игра ассоциируется с WoW, но WoW гораздо масштабнее, сложнее и круче. Далее давайте узнаем, что скажет мой друг, который наиграл в нее более 500 часов. А как данная игра смогла удерживать тебя более 500 часов? Ну смотри, я играю в нее вообще с самого старта, с релиза, когда она выходила. Мое мнение, что у нее просто нет конкурентов в этой игре. Ну, на старте она была вообще сырая. То есть, я не знаю, знаешь, что нет, там изначально не было мобов. Типа, такая идея была у разрабов. Да, я слышал что-то, что там типа роботы какие-то одни были, и живых-то вообще никого не было. Да, типа, мир типа умер, людей нет на игровой карте. И игроки сами типа контент свой строили. Ну, не знаю, я просто играл, мне нравится гриндить, бегать, там, собирать шмотки. На данный момент тебе нравится, как она выглядит или нет? Ну, тоже есть свои минусы определенные, потом расскажу про них. Но, в принципе, да, нормально. Есть ли что-то общее между старыми частями серии? Ну, в том плане, сильно ли она отличается от них?
Ну, вообще, 76-й это, скажем так, это на движке четверки. Понятно, что их нельзя сравнивать, потому что, типа, там четверка заточена на одиночного игрока. И там как-то и квесты проработаны. Ну и, в принципе, мир. А 76-й как, типа, многопользовательская. Говорю, там больше бегать, шмотки собирать. Надо, мне кажется, там вообще квесты это не основной упор. Стала ли игра лучше сейчас, нежели релизная версия игры? Я считаю, да. То есть там мы добавили NPC, хоть и дебильнейшие квесты с убежищем, там типа, где золотой запас Америки находится. Вообще дебильнейшая цепочка, как я считаю. Вот, ну такая идея, они типа сказали, что люди вернулись, типа, обратно. Ну ладно, но квесты можно было, мне кажется, получше сделать. Потому что там эти рейдеры с поселенцами, они вообще никак не сражаются друг с другом. Просто взяли их на два конца карты, поселили и все. И они там живут, типа. Много ли багов в игре встречается вообще в целом? Ну, были какие-то же серьезные баги, их фиксили. Потом разрабы, когда обнову выпускают новую, какие-то новые баги появляются. Потом их опять латают. Некоторые есть, да, там баги, но не такие прям, чтобы критичные, А вот то, что которые были на выходе игры. нерегистрация, попадание там в животных, там вот в этих в NPC, то, что там, допустим, подходишь там к собаке, она заглюченная стоит, там тебя не видит в упор, ну вот такое. Встречается или уже такого нет? Я говорю по поводу того, что регистрировались попадания на сервере или нет, у меня никогда такого не было. Понял. А по поводу вот то, что говорит перед носом, типа у мобов они тебя не видят. Это как еще в четверке были, когда ты стелс качаешь на максимум, тебя не видят мобы. Не пробовал качать стелс на максимум. Ну ладно. Ну прям на контур садишься и сидишь, они также около тебя ходят. Может быть, те игроки это имеют в виду? А когда стоишь просто без скрытности, то они так тебя атакуют. Угу. Так, а кому можешь посоветовать данную игру? Ну, кто выживачи любит, тем, я думаю, стоит поиграть. Ну, то есть ты думаешь, Ну или что гринделки. игроку Days понравится, скажем так, игра в Fallout 76? Ну, понимаешь, любая игра на любителя. Угу. Так сказать, что там, типа, все заходите, играйте, ребята. Какая крутая игра. Ну, тоже, понимаешь, Угу. каждый себя найдет. Кому-то понравится, кому-то нет. А стоит ли игра своих денег? На данный момент она что-то 1200 там, ну без скидки. 1200 без скидки. Да мне кажется, нормально. Не 5000, как там сейчас новый выходит. Ну, Нормально. Да со скидкой. Сколько она со скидкой? Она тут недавно 600 рублей стоила. она сейчас, по-моему, питик стоит. Ну вот, мне кажется, вообще можно купить за 500 рублей. Так, вот смотри, она по скидке, без скидки она 1300 стоит, а со скидкой Так. 19. 519, это вообще, блин, 60% скидка. копейки. За 500 рублей. Что сейчас за 500 рублей вот купить можно нормального? Ну да. Из вот такого, что ты можешь бегать, там, стрелять Так, с друзьями. ну сейчас давай глянем. А с игры по скидкам у нас учитываются или нет? Ну да, хочешь по скидкам тоже открой, посмотри. За 500 рублей. Какой-нибудь выживач с друзьями вот от первого лица. Это сугубо такое у нас, да? А этот Ну, если мы смотрим в одном диапазоне, в одной категории, да, смотри и все. Мне кажется, вообще нет конкурентов. блин, что-то даже в голову-то такого ничего не приходит. Ну вот, нет ни одной игры сейчас. А Dying Light, Она что, многопользовательская? она кооперативная. Ну, кооператив на сколько там, на 4 друга? Я, честно говоря, не знаю, может даже на двоих. Вообще, да. А тут, ну как, 30 или 40 человек на сервере, может быть. Мне кажется, повеселей, чем вдвоем. 40 друзей собрал такое. Ну да, даже прикол, ну ты просто собрал, например, друзей 5. Мне кажется, тоже уже интереснее, Ну да. чем вдвоем играть. Ну даже видишь, ты вот большинство, вот кто соберет 5 друзей, которые пойдут играть в Fallout. Ну да, тоже такое. Проблема. Мне кажется, тоже можно собрать, если есть. Если общаешься. Угу. Так, ну ладно, это мы что-то отошли немного от темы. Что тебя прямо раздражает в Fallout 76? Прям Читеры. терпеть не можешь. Читеры раздражают. Там много читеров? Да, много читеров. Ну, было.
Их там много забанили, но некоторые все равно остались. Потому что, я говорю, был патч там, когда игроки могли насоздавать кучу читерных пушек через там торговый автомат, если не ошибаюсь. А сейчас? Вот. Сейчас нет, сейчас пофиксили это баги, но оружие это читерское осталось. То есть, я говорю, какой-то процент игроков побанили, а некоторые до сих пор с этими пушками бегают. И там боссов за секунду убивают. Там, короче, смотри, некоторым игрокам давали пермачи, а через 4-5 месяцев аккаунты возвращали голые полностью. Вообще без всего. Такое было. Ну и было, что просто пермачом банили и все. Какие режимы тебе нравятся больше всего? Ну смотри, сейчас 3 режима. Обычный, частный сервер это такой же, но с друзьями, когда ты играешь. И 3-й режим это королевская битва. Вот. Ну, я раньше много играл в королевскую, сейчас уже так не заходит. Ну так, в обычную играю. Раньше было выживание, где частные сервера сейчас. Я считаю, был хороший режим, там открытое PvP было. А потом комьюнити не понравилось. А что не понравилось? И все, его убрали. Ну, типа, сложно играть, там постоянно убивают. Плюс еще там выпадали стимуляторы там и прочее. Помимо хлама обычного. Понятно. И этот режим убрали. Как обстоят дела с онлайном? Ну, сколько сейчас в Стиме? Если не ошибаюсь, 10-11 играет. Сейчас глянем. В Стиме. 15 тысяч сейчас в ней. 15 тысяч, ну ладно. Месяца 4 назад смотрел, 11 тысяч было. Сейчас бесплатные выходные, но вот 4 тысячи накинем. Плюс еще не учитываются игроки, которые играют с лаунчера именно беседки. То есть там, говорят, приблизительно 1008 играет. Ну вот те. 1019-20 где-то. Там плюс-минус. Понял. Слушай, а кланы есть в ней какие-то? Кланы. Ну, я, честно говоря, не слышал такого. Игроки что-то пытаются там вроде как-то РП что-то какое-то делать. То есть на этих частных серверах. Ну, тоже, понимаешь, 8 человек для частного сервера. А там что на РП? Что можно вообще там придумать? Типа хардкорно, вообще там на РП? Ну, я не знаю, вроде я слышал, что какие-то русские там делают. Но вроде говорят, да, прям РПш там жестко. Что можешь сказать в целом, и на этом все? Ну, я считаю, нормальная игра, стоящая там своих денег, особенно по скидке, она 500 рублей стоит. 500-600 рублей по скидкам стабильно. Ну, я думаю, кому нравится выживалки, А ты с чем? тем стоит купить. Ну мы договорились. Лично мне игра понравилась, но советовать вам я ее не могу. По той причине, что она сугубо на любителя. Если вы любите игры, где все упирается в бесконечный фарм опыта и лута, то тогда это, наверное, для вас. Если вам нравятся более динамичные игры, в которых все время что-то происходит, то, наверное, я вам эту игру советовать не буду. В общем, делайте выводы, надеюсь, кому-то помог. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!